Это обучающее видео по правильному прижатию уплотнительной плиты к дозирующему барабану. Перед началом работ с установкой необходимо изучить руководство по эксплуатации АС-1. Эксплуатация торкрет-оборудования без изучения руководства по эксплуатации запрещена. Разместим установку на горизонтальной площадке, устранив возможности самопроизвольного перекатывания, и заземляем установку. От источника сжатого воздуха подсоединяем воздушный шланг к распределителю воздуха с помощью быстроразъемного соединения и фиксируем шплинтами. К электрическому разъему подключаем питание 380 вольт 50 Гц. Размыкаем главную магистраль, отсоединяем вибратор и отпускаем стяжные болты. Чтобы откинуть бункер с дозирующей головой и плитой, необходимо 2 человека. С двух сторон установки берем руками за откидные рычаги, другой рукой берем за вибратор, приподнимаем бункер вверх и за рычаги откидываем назад. Проводим осмотр уплотнительной плиты и дозирующего барабана. Плита должна быть чистой и гладкой, не должно быть царапин и задиров. Если на плите появились царапины глубиной больше 1 мм, то необходимо провести шлифовку плиты. Дозирующий барабан также проверяется. Он должен быть чистым и гладким, не должно быть царапин и сколов. При появлении царапин более 1 мм барабан необходимо шлифовать. Проверяем выход смазки из отверстий плиты с помощью смазочного шприца через 2 пресс-масленки. Если смазка не выходит из отверстия на плите, то необходимо прочистить смазочные отверстия. Перед обратным монтажом необходимо смазать уплотнительную плиту. Вручную наносим на поверхность плиты тонкий слой смазки Литол-24 или Солидол. Смазка должна быть чистой. 2 человека с обеих сторон установки с помощью откидных рычагов опускают бункер с дозирующей головой и плитой на барабан. Уплотнительная плита должна равномерно ложиться на поверхность барабана. Шарнирный способ посадки дозирующей головы обеспечивает равномерное прилегание уплотнительной плиты к барабану. Стяжные болты вставляем в прорези откидных рычагов и от руки затягиваем колпачковые гайки откидных болтов до упора. Перед началом работ необходимо проверить правильность и надежность соединения всех шлангов и наличие фиксирующих шплинтов. Запускаем установку в холостом режиме без смеси. Подаем воздух в установку от источника, открываем плавно кран подающей магистрали. Затем кран регулировки давления главной магистрали, и воздух пойдет в установку. Затем включаем автоматический выключатель. Очень важно! Сначала сжатый воздух подается в систему подачи смеси, и только после этого включается электродвигатель. Как только установка запустилась, проверяем направление вращения барабана, которое должно соответствовать стрелке, которая находится на дозирующей голове, то есть против часовой стрелки. Запуск установки без смеси необходим, чтобы правильно отрегулировать прижатие уплотнительной плиты к дозирующему барабану. Для этого необходимо в основании выдувателя пережать, но не полностью, материальный рукав, чтобы создать давление в системе подачи смеси установки и создать на манометре установки давление 3 атмосферы. И при помощи воротка, который размещен на выдувателе, произвести равномерно подтяжку стяжных болтов для обеспечения герметичности между уплотнительной плитой и дозирующим барабаном, чтобы не было утечки воздуха, и при этом показание манометра должно соответствовать 3 атмосферам. Утечка воздуха между уплотнительной плитой и дозирующим барабаном не допускается, так как это приводит к преждевременному износу уплотнительной плиты дозирующего барабана. После регулировки прижатия плиты сначала выключаем установку кнопкой выключения электродвигателя, а затем перекрываем подачу воздуха. Внимание! Выставлять давление 3 атмосферы на манометре установки можно только при регулировке прижатия уплотнительной плиты к барабану, а ориентировочное давление на манометре при торкретировании – 1,8 атмосферы.